Представители знака зодиака Водолей. Здравствуйте, мои дорогие Водолеи. Второй прогноз, гороскоп. Плутон с 23 марта в вашем знаке зодиака. Плутон в Водолее. Давайте узнаем, как изменится моя жизнь или каковы перемены на пороге. Очень знаковое событие. Где-то в границе 23-24 марта Плутон перейдет из знака Козерога в ваш знак. Ретроградным движением он вернется в июне месяце обратно в знак Козерога и окончательно перейдет в ваш знак уже в 2024 году, уже подводя словный итог, и там пробудет 20 лет, внося кардинальные реформы в жизнь не только водолеев, а вообще весь мир поменяется. Уже много изменений мы наблюдаем, и чего-то мы не сможем избежать. Для вас как раз этот аспект более чем позитивный, потому что вы-то как раз к новизне относитесь очень лояльно, вы реформатор, вы застой не любите, рутину не любите, то, что уже отжило, не имеет смысла, от чего нужно быстрее отказываться. Именно это будет в центре внимания. Плутон в Водолее – это нахождение ведь своей истинной какой-то силы, не та, которая показная, или ту, которую нам хотят продемонстрировать, а что на самом деле есть, по факту. Это не та сила, которая стремится все контролировать, где-то эксплуатировать, побеждать любой ценой. Но это та сила, которая стремится выразить как раз свою правду. И причем таким образом, чтобы это служило общим интересам. Водолеи люди с энергией действительно оригинальной и уникальной. Но, наверное, лучший сигнификатор для вас – это слово «свобода». Свобода в первую очередь быть собой. Не жить по чужому шаблону, не жить по чужому какому-то стандарту, не обесценивать себя, подражая, копируя кого-то. И индивидуальность и самодостаточность – это нормально. И вот как думаете вы, Водолеи, вот так, наверное, наш мир и будет меняться. В целом, если это мы говорим про структуру, поскольку еще у нас и Сатурн туда же где-то приближается, да, изменил знак, в Рыбы перешел 7 марта. А что такое Сатурн? Это тоже у нас структура, которая тоже меняется. Кстати, если мы так вот два слова про мифологию скажем, в древнегреческой мифологии Сатурн как раз отец Плутона. Это три брата, еще Юпитер и Нептун, которые после победы над Титанами словно поделили мир, и вот как раз Плутону-то достался подземный мир. Именно Плутон управляет потусторонним миром, и значит, это как какая-то последняя граница реальности, которую мы знаем. А что же по ту сторону? Мы будем часто, наверное, в течение 20 последующих лет задавать себе этот вопрос. И Плутон – это ключи где-то к неизведанному. И если мы говорим в сравнении с Сатурном, я сказала, это структура. Это та структура где-то как по Козерогу, когда есть верхушка, и мы все контролируем. То есть это направление, точнее энергии сверху вниз. А по Плутону нет. Это и сверху вниз, и снизу вверх, и слева направо, и справа налево. Это где-то вихрь энергии в соответствии с тем, что каждый из нас как-то имеет свою точку зрения. Но быть аутентичным, самоосознанным, может быть, и задорным, и расслабленным. Рассматривать любопытство, в принципе, не в сигнификации от слова как сплетни, обсуждать кого-то, а как способ познания мира. И вы, мои дорогие Водолеи, ну, наверное, идеальный знак вот как раз для таких реформ. Ну, давайте мы с вами много сказала, давайте мы посмотрим, как на вас влияют эти перемены. 2023, может быть, год начала 2024 года, ближайший период на 20 лет – посмотреть невозможно. Слишком много событий произойдет. Итак, как это влияет? И дальше. Первое событие мы назовем, которое ведет к переменам. И второе событие. Возьмем два. Может быть, их и больше будет. Но, может быть, энергии какие-то наши будут меняться. Каковы перспективы? Поясним. Как первое событие. Каковы неожиданности за этот период? И в чем мне повезет? Давайте вот такую карту достанем, узнаем. Должно уж повезти в чем-то, правда? Итак, если мы второе событие раскрываем тоже в той же последовательности. Итак, каковы перспективы мои? Каковы бы ни происходили тут события? Каковы неожиданности? И в чем мне повезет?
И мы еще достанем одну карту и спросим: хорошо, а что дальше? Или совет от карт можно так воспринимать. Итак, в целом, как влияет? Ну вот то, что я сейчас долго рассказывала, карта мага. У вас неограниченные возможности. Нам говорят, невозможное возможным. И из области рационального, безусловно, маг — это где-то то, что мы задумали, мы приводим это не только в действие, мы воплощаем это в реальной жизни. Ваши новаторские идеи, ваше умение видеть мир, может быть, какой-то ваш проект. Кто-то из вас, если вы занимаетесь, и человек, вы творческих специальностей, правда, какой-то шедевр создаете. Да все, что хотите, и все в вашей власти. Тут, пожалуй, наверное, не только 23-24 год, последующий 20-летний период, мои дорогие водолеи, карта мага. Вот о чем можно мечтать. Невозможное возможно. Давайте перейдем к двум событиям, мне любопытно, которые ведут к переменам. Первое событие — это у нас что? Карта праздника. Карта, когда у нас все под контролем. Четверка жезлов. Праздник после победы, буквально так называется карта, и она говорит сама за себя. И если мы про контроль, это вот ваша жизнь, вы ее обустраиваете, и складывается она у вас так, как вы хотите. И как будто карта уже наперед не просто победу, а уже праздник. Когда будет все складываться не просто хорошо, когда вы остаетесь довольны. Вы видите, как плоды труда своего, и видите, как это работает. Вам обеспечен как интерес к жизни, как новые какие-то импульсы, может быть, новые планы, их реализация и, опять же, какой-то итог, который вас радует. Здорово. Что можно сказать? Давайте откроем второе событие. Мне уже интересно. А вот тут отчасти хитрости. Ну куда ж без этого? У нас карта мага, и он где-то предусматривается, что если нам нужно, мы не идем ва-банк, мы идем и в обход. Люди могут быть разные, вести себя могут по-разному. Поэтому иногда нам придется промолчать, где-то придется забрать свое. Буквально на карте изображен человек, который 5 мечей забирает, а 2 почему-то оставил, а всего 7 их. Словно говорит, не мое мне не надо, но вот за своим нужен будет глаз да глаз. И я так думаю, мои дорогие, в первую очередь это ваши где-то идеи. Не проболтаться, может быть, ведь это длительный период времени. Вы можете задумать какой-то проект, но если преждевременно, как будто мы о чем-то сказали, или мы на кого-то понадеялись и тоже поделились, мы можем себе словно что-то в минус сыграть. В хорошем смысле это как раз карта проигрывается, обратите внимание, ночь. Человек у нас именно довольный в этой колоде изображается, когда он рад. Он забрал то, что принадлежит ему по праву. Поэтому отчасти разные методы, но когда вы останетесь довольны, используя, может быть, что-то нетрадиционное, может быть, отчасти из области, повторюсь, иррационального, то, что до вас никто не делал. А может быть и придется еще в 23-24 году заняться вообще каким-то новым видом деятельности. Или вы для себя откроете какую-то, увидите, может быть, новый способ заработка. Или, может быть, вы создадите что-то креативное, чего до вас тоже никто никогда не делал. Но для вас нужно будет обязательно держать все на контроле. И тогда праздник практически обеспечен. Итак, если мы говорим про события, по этой карте мы должны быть готовы к разным событиям. И быть, если мы говорим хитрее, изворотливее, допускать, что люди могут вести себя по-разному. Одним словом, держать руку на пульсе. Не отказываться от чего-то, если на первый взгляд я не вижу, как решить этот вопрос. Значит, есть где-то решение из области, как никто до меня раньше не делал. Быть гибче в целом. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы праздника. А навсегда вот развернуться к этим двум кубкам на 180 градусов и что-то оставить в прошлом. Вот такие перспективы. Пятерка кубков — это всегда у нас карта, когда мы начинаем анализировать то, что у нас было когда-то. Это то, чего нет. Прощание с прошлым окончательно. Какой-то
прежний, может быть, проект. Вы сами поменяетесь и поменяются ваши взгляды. Вы пересмотрите, может быть, у кого-то пересмотрена будет даже личная жизнь, все-таки у нас кубки. Может быть, какая-то смена партнера произойдет. Или в чем-то вы окончательно примете решение, что даже не хочу заглядывать назад, и вы поедете куда-то далеко, отправитесь, поменяете место жительства. Вы увидите новые горизонты и новое качество как и жизни, так и мира. Для вас будет этот самый разворот на 180 градусов уже практически в 23 году. Вы ощутите влияние Плутона, когда я раз и навсегда говорю прощай вот каким-то разочарованием. Давайте мы узнаем, каковы неожиданности. А в неожиданностях какая-то идея. По принцу кубков это искатель Грааля в этой колоде или спаситель. Вы можете начать какой-то проект, который имеет значение для всего мира. И нам как будто говорят по этой карте, что именно какие-то высокие планы нами должны руководить. Не совсем в моменте, вот как по этим кубкам. Разлились у человека траур, и все, и он уже ни горизонта не видит, он ничего не видит, он одел траур и буквально стоит и лицезреет то, чего уже нет, то, что уже произошло, и не может как будто выйти вот из какого-то замкнутого круга. А для вас как раз и будет это событие выхода, может быть, из той ситуации, которую вы долго не могли решить. А здесь у вас это получится. И, скорее всего, получится отчасти благодаря тому, что вы увидите для себя какие-то новые возможности, может быть, возможности работы, возможности вида деятельности. Кто-то из вас заинтересуется новыми странами, землями, будет переезжать. Кто-то буквально, как если мы говорим, искатель Грааля, это с позиции где-то философия, психология, кто-то займется, может быть, этими науками, и у вас тогда получится. Как будто успех уже ожидает в том деле вас, мои дорогие. Если вы будете делать не что-то для себя, как вот этот человек, у него разлились кубки, он уже не видит будущего, а именно как спаситель, искатель Грааля. Это духовная карта, и часто, кстати, по ней проходят священнослужители, когда мы делаем что-то глобально для людей. Даже если мы начинаем какое-то дело, новый какой-то даже бизнес, допустим, то мы начинаем его не с точки зрения, не с позиции, что я для себя хочу обогатиться. Нет, мы хотим сделать жизнь удобнее, интереснее, радостней, может быть, для людей. Более веселой эту жизнь мы хотим сделать, а не мрачной. Или продемонстрировать людям, что есть какие-то новые возможности. Вот вы буквально разворачиваетесь в плане общения с людьми. И, видимо, будут интересны как и ваши взгляды, так и отчасти к вам могут люди обращаться за советом, а могут и просто поплакаться в жилетку. Вот в неожиданностях может быть даже такой момент. Может быть, раньше такого не было. А здесь вам могут люди доверять свои тайны. И может быть вполне и так. Давайте, в чем вам повезет. Тем не менее, когда мы транслируем миру, как по карте принц кубков, я сказала, что-то на высокое, какие-то высокие или перспективы, которые для всего человечества, может быть, имеют значение, но по принцессе мечей нам повезет, если в том случае, если мы надеемся сами на себя. Немножко, видимо, карты нам хотят сказать, что в 2023 году, мои дорогие водолеи, вы должны не рисковать собой. Вы должны обязательно подмечать любой нюанс, который происходит в обстановке, как меняется вокруг вас, как меняется, может быть, какая-то структура, что вам говорят люди. Отчасти это прообраз Медузы Горгоны, и предполагается, что мы никому просто не доверяем. Может быть, только очень узкому кругу, люди, точнее, которые проверены, когда мы, можем быть, один-два человека, на которых мы можем положиться, а в целом как раз и люди могут подвести, и где-то оставляем за собой вариабельность того, что даже те места, которые для нас были знакомы, где-то могут содержать подвох. Вы знаете, вам придется быть отчасти воином в душе для того, чтобы получить какой-то праздник жизни. И, наверное, да, сохранять
истинную свою самодостаточность, самооценку, даже среди какой-то костной среды. Для вас, мои дорогие водолеи, будет важно. Но это не путем, когда мы что-то кому-то доказываем. Посмотрите, нет борьбы как таковой. Но когда мы настороженно относимся, мы не доверяем с первого слова, с первого какого-то удавшегося момента, если нам кто-то что-то хочет продемонстрировать. Я вот возвращаюсь как раз к тому, что я говорила в самом начале до прогноза на картах. Мы доверяем каким-то фактам, понимаете? И вот он маг. Вам придется манипулировать где-то и людьми тоже, и оставлять в своем подсознании вариант того, что меня в любой момент кто-то может подвести. Вот может быть поэтому переходит так расклад из одного события в другое, что будет важно, да, как к переменам, что мы перестанем кому-то доверять. Может быть, мы станем реалистами. С одной стороны, какое-то реформаторство и вера в справедливость очень присуща водолеям, но, видимо, где-то и люди вас вернут на нашу землю и научат вас тому, что, какова бы ни была моя искренняя, чистая идея, каковы бы ни были мои планы, но существует еще какая-то реальность, в виде людей, которые мыслят по-разному, в виде тех, которые со мной будут не согласны. И я не должен с ними вступить в конфронтацию, а я должен увильнуть как маг. Я должен не рисковать собой, сохранить себя. Это вот искусство. И вот две карты нам об этом говорят. И быть предельно внимательным, чтобы меня просто никто не надурил. Для вас и будет это тоже важно. Ну, как минимум, в 2023 году. Давайте мы посмотрим перспективы. И вот они, перспективы, вырисовываются. Девятка пентаклей. Это когда у нас и все под контролем, когда мы довольны своим материальным положением, когда мы самодостаточны, когда мы прочно стоим на земле, когда мы контролируем любую ситуацию, когда мы научились быть хладнокровными, и нам не страшны любые перемены. Для кого-то из вас буквально получение большой суммы денег, или вы сумеете заработать большую сумму. Все-таки это у нас пентакли. Вы научитесь быть магом просто-напросто. Обратите внимание, маг и девятка пентаклей – очень бледное лицо у героя или у героини, как будто нет никаких эмоций. Вот выключать, видимо, вовремя эмоции вы как раз научитесь, чтобы они вам не мешали при принятии решений, чтобы они вам не мешали в случае опасности видеть эту опасность или допускать то, что не всегда то, что человек транслирует, оно на самом деле как бы есть или так обстоит дело. Давайте неожиданности мы откроем. И по старшему аркану умеренности, это шикарный аркан, как раз добавляет все то, что я говорила. И если два слова сказать, может быть, кто-то прежние мои видео не видел, сигнификация именно этой карты описывает тоже историческое событие, когда в 460-х годах король франков, это династия мировингов, Хлодвиг воевал с готами и оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема, но, видимо, умел себя призвать вот к такому спокойствию магическому, понимаете? Хлодвиг, он, прогуливаясь по берегу, увидел, что ирис болотный растет вдоль берега и уходит вглубь реки. Он знал, что цветы эти растут на мелководье, и вот как раз про область иррационального у него закралась идея, а не переправиться ли мне вброд. До него никто такого не делал. Что он, собственно, он так и поступил. И пока готы спали, все войско ушло. И он сохранил жизнь людям. Впоследствии он сам коронуется. И, кстати, то, что было раньше болотным ирисом, здесь изображено фиолетовым цветом, а вообще это желтые цветы. И мы теперь знаем, как флёр-де-лис или геральдическая лилия, это стало одним из главных символов. Так вот, для нас, что мы говорим про неожиданности? Любые неожиданности могут подстерегать, как того Хлодвига, и потребуется от нас вот такое хладнокровие, и, может быть, действовать совершенно не так, как действовали до нас, до этого случая, или увидеть какой-то новый путь решения проблемы, или что-то сделать
по-своему, пойти каким-то своим путем, какой-то другой совершенно дорогой. И уже по этой карте радуга как раз нам обещают изобилие, процветание и, наверное, как у того Хлодбига, смену статуса впоследствии. Нечего добавить. Но быть готовым где-то к тому, что нам придется поступить как-то совершенно по-новому, у вас в 23-24 год где-то это нужно не упускать из зоны своего внимания в принципе. В чем мне повезет? Король Пентаклей замечательно. И если здесь 9 Пентаклей, то здесь у нас король как раз говорит, что у нас все под контролем. Добавляет отчасти эту карту, что это не только праздник возможен, смена статуса возможна, смена рода деятельности, вида деятельности, смена своего окружения, больше, может быть, влиятельных людей в вашей жизни, больше статусных людей. Вы, может быть, и пересмотрите даже узкий круг друзей, но это когда вы останетесь довольны. Вы уже где-то на перепутье 23-24 года, да, вот эта границы все ведь размыты, нет чего-то конкретного и понятно, у каждого своя история, вы сможете подвести итог и остаться довольным. Это очень важно. Из того, что в вашей ментальности где-то родится, вы сумеете реализовать в реальной жизни, вот как тот маг. Давайте спросим, что же дальше? Праздник еще один, мои дорогие. Шестерка кубков. И для кого-то это может быть буквально не просто мы останемся довольны, а какой-то еще праздник, какое-то событие замечательное, может быть, как раз на грани, когда у вас дни рождения, вот в этот период уже в 24 году, когда вы оглянетесь назад, вспомните, может быть, как для вас что-то начиналось в 23 году, где-то улыбнетесь, за себя порадуетесь, может быть, устроите действительно большой какой-то праздник, но выстроите новые отношения как с окружающими, как с миром, как получите какую-то подпитку счастья, обустроите свою личную жизнь, для кого это необходимо, и в целом новое качество жизни. Одна карта подтверждает другую. Здорово, мои дорогие водолеи, будьте счастливы.